Всем привет, мои прекрасные, дорогие, позитивные зрители! Мы продолжаем с вами обозревать шоу «Дурдомик» на канале у Самвела Адамяна. Сегодня поговорим с вами про последние два выпуска на канале у Самвела. Вы знаете, конечно, есть что обсудить, есть несколько интересных моментов, которые я для себя подметила из последних видео и которыми хочу с вами поделиться, но скажу вам честно, что, как-то очень-очень скучно сейчас они снимают, мало на самом деле интересного, есть что обсудить, ну уж что нам поделать. Будем с вами обсуждать то, что вышло на данный момент. И вы знаете, начался день с того, что вот наш соплист-минималист, он же и соплист, он же и минималист, роется у себя под раковиной. Вот сколько уже лет ремонту в этой квартире на Карла Маркса, я еще ни разу не помню, чтобы хоть когда-нибудь под раковиной был порядок и не было там все запихано хламом. Вот как только он в эту квартиру после ремонта заехал, вот первое, что там появилось, это мусор под раковиной. Вот прям возле жерла, в которое он запихивал все возможные отходы, когда готовил еду, вот прямо под этой же раковиной там черт ногу сломает. Боже, там и сумки, и закатки, и какой-то хламыдник, и посуда, и пакетики, и чего там, какие-то коробочки, картонки, чего там только нет. И этот человек, он очень-очень чистоплотный, он аккуратист, он любит минимализм. Ну, давайте об этом не забывать на протяжении всего выпуска, потому что это очень-очень важно. Попросила его Надька привезти заправку для борща. Почему она уже оказалась у Самвела под раковиной, я не знаю и не хочу знать. Может быть, она его угощала, кто его знает. Роется оце він рачки в поисках цієї заправки для борщу, щоб отвезти мамки с Надькой. Томас тоже там помогает, вот это вдвоем хлам они перебирают хаотично, ищут ту заправку. Томас, иди не мешай. Ой, ребята, вот я вообще минималист. Вы знаете, я люблю, чтобы был минимализм. Это прямая речь от нашего соплиста Самвелки. Он любит минимализм. Если кто вдруг не знал, на протяжении 11 лет, сколько он ведет свой канал. Вдруг кто был не в курсе, что он любит минимализм. Вот честно, за все 11 лет я не догадывалась. Я слышу об этом впервые. Но, вы понимаете, тут какой очень важный нюанс, что минимализм для него, как и искусство, как и все остальное, как и живопись в том числе, то есть это имеет свое индивидуальное определение, потому что минимализм в его классическом понимании для Самвела не подходит. У него свое понятие. И он объясняет, говорит, как минимализм. Но это не означает, что вообще ничего не было. Если стоит себе сервант, и там знаете, напхано эти все статуэтки старые, всякая эта хрень, древняя, непонятная. Если оно все запихано в сервант и расставлено, это минимализм. Если стоит софа, на которой никто из гостей так и не почувствовал себя уютно, и вместо того, чтобы купить нормальный диван, где можно и ему отдыхать, не только на кровати, и чтобы было куда гостей посадить, которые к нему приходят, а не лежали все на его кровати в спальне, нет. Лучше всего поставить эту софу никому не нужную и обвесить все над головой картинами. Каждый сантиметр стены запхать картинами. Знаете, чтобы эти все утопленницы, эти все, там кто еще изображен на картинах, чтобы они на тебя все смотрели, и чтобы тебе аж дышать было сложно в этой квартире. Честно,
он когда показывает это, вот эти все картины наляпанные, эти загруженные стены, это вот захламленное пространство. Вот правда, даже не находясь там физически, в этой квартире очень тяжело дышать. Там нет свободного пространства, там все вот заставлено, загромождено. Вот правда, возможно, кому-то такой стиль нравится, но это так давит на голову, это вот так забирает кислород с квартиры, что там реально находиться тяжело, даже через экран. А для него это минимализм. Понимаете? Он считает, вот он не то что считает, он убежден, вот закоренело убежден, что он разбирается в картинах, он разбирается в искусстве, в антиквариате. Вот он себе это внушил, и все. Вот железобетонно он знает, что он в этом разбирается. Точно так же, как и в музыке, как и во всем остальном. Вот вообще профессионал со всех сторон. У человека минимализм. Вот если, говорить, на комоде стоит вот 2 вазы, 2 статуэтки, портрет, что-то еще, все, это минимализм. Так что, знаете, мы с вами всю жизнь неправильно себе представляли минимализм. Вот как сказал звезда, так и должно быть. Жалуется, что вот шторы у него лежат на полу, и по дизайну, когда ему вот после ремонта, да даже я уже не помню, сколько прошло лет, наверное, года 3 или 4 на самом деле, когда он купил эту квартиру, сделал в ней ремонт, девчонки повесили ему эти дорогущие шторы. Ну, тоже, они довольно своеобразные, может, кому-то нравятся, кому-то нет, как бы это дело вкуса, ну, окей, его квартира, это его дом, он выбрал такие шторы себе, денег не пожалел, девчонки ему их привезли, повесили, и они лежат по задумке прямо на полу, то есть нет даже сантиметра пространства между полом и краешком шторы, они прямо у него вот в пол и на полу лежат. И жалуется, что хочет шторы подшить, потому что вот кот уже пару раз эти шторы обсыкал, и что, ну, вот он на них писает, потому что они лежат на полу. Это все здорово. Подшить шторы, чтобы кот на них не написал, это все прекрасно. Но на моей памяти эти шторы еще ни разу не снимались, для того, чтобы элементарно их постирать от пыли, которая на них садится. Ну, любая хозяйка, любой человек, у кого есть шторы, все прекрасно знают, что их нужно периодически, и не раз в 2 года, и не раз в год их нужно стирать. Снимать и стирать, потому что на них собирается много пыли. Я уже молчу про то, что шторы обоссаны котом. Вы представляете вообще, что там в этой квартире делается? Ну, кот что, ходит в туалет без запаха, вот, или как-то он эти шторы стирает? Вот, что это вообще происходит? У меня это не укладывается в одну какую-то здравую картинку. Вот що взагалі в цій хаті коїться? Що за бедлам там є? Ну да ладно. И тут же он так нахваляется, так хвастается. Знаете, что вот у меня вот все такое дорогое. Вот не то, что там вот и картины дорогие, хорошие у меня, да, и вот все завешено. Не то, что там у некоторых по 3 рубля. Знаете, я не знаю, у кого он это имел в виду. У кого там что по 3 рубля наклеено на стенах, я без понятия. То есть был ли это намек на кого-то, или это он просто ляпнул. Честно, я без понятия. Но одно могу сказать точно. Какую бы ты дорогую мебель не купил, какой бы ты ни сделал дорогой ремонт, как бы ты ни обвешался дорогим антиквариатом, но мы все прекрасно видим, в каком состоянии это содержится, как это все не бережется. Вы знаете, есть такое слово подходящее — занехаяно. Как это все занехаяно.
вся эта дороговизна, которой ты хвастаешься, абсолютно не имеет на самом деле никакого смысла в данном случае, потому что это все находится в полнейшем каком-то захламлении, это все в грязи, в пыли. И смысл от твоего дорогого ремонта, которым ты так кичишься. И давайте уже говорить на чистоту, что есть ремонты в 1000 раз дороже, богаче, если уж на то пошло. И говорю я об этом только потому, что он этим кичится и пытается вот это зрителям в лицо кидать, что вот я такой, у меня вот все не по 3 рубля, а дорогое, ой. Ты можешь купить все самое дорогое, хотя, ну, давайте по-честному, это, скажем так, может быть, ремонт немножко выше среднего, не более того на самом деле. Если Самвел считает, что это очень дорогой, шикарный ремонт, и обставлено у него все очень дорого, дорогого и богатого он, значит, не видел в своей жизни в принципе и не имеет об этом ни малейшего понятия. Но как бы ты ни обложил себя дорогими, этими богатыми вещами, если ты сам из себя ничего не представляешь, то грош цена вот этой всей мишуре, этой оберточке, вот этой напыщенности. Это так бросается в глаза и смотрится очень-очень нелепо и дешево. Ну да ладно. Пришел он к мамке, стучится в дверь, а девочки оці красиві кабучі сидять перепугані, нет в квартире света. И тут же с порога Надька включает режим ультразвук. Самвелка, Самвелка, от сейчас тобі я розкажу, Самвелка. Господи боже, да сбавь ты обороты вот в своем двигателе внутреннего сгорания, да убавь ты немножко звук, темп, спокойно объясни, что у вас происходит. А происходит следующее. Накануне поздно вечером сосед, алкаш, громко включал музыку, не давал спать соседям. И понятно, что стены тонкие, это скорее всего слышно и снизу соседям 100%, и возможно в другом подъезде, если его стена смежная с квартирой в другом подъезде. Скорее всего так и есть. И приходили жильцы дома для того, чтобы ему отключить в его квартире свет, чтобы музыка не играла и он не мешал отдыхать другим людям. Это все прекрасно. Ну, то есть чисто по логике можно понять, кто приходил. Это либо 5-й этаж соседний подъезд, либо по стояку с этим соседом нижний этаж. Логично? Логично. Эти две дурочки сидят без света. И тут же Надька объясняет, что вчера такое уже было, что эти люди, которые отключали буйному соседу свет, по неосторожности выключили тумблер их квартиры, где живут Надька и мамка. И Надя выходила на площадку для того, чтобы выяснить, в чем причина, почему отключился свет, если в подъезде он есть. И люди потом им включили, потому что сказали, что мы нечаянно выключили вашу квартиру. Это все хорошо. Но неужели ты, Надя, не могла поинтересоваться, а где же этот переключатель? Просто поинтересоваться, где он находится. В принципе, где он находится, его найти на площадке вот этих 5-этажек не так сложно. Они построены все по одному принципу. И находится эта коробка с тумблером над квартирой. В принципе, это в каждой 5-этажке есть. Иногда это под замочком, иногда это открыл крышку и выключил. Везде по-разному. Но дело не в этом. Вот сидят девочки без света, опять кто-то выключил, ничего сделать не могут, ждут Самвелку, чтобы пожаловаться. Блин, насколько нужно быть недалекими, недогадливыми, глупыми, необразованными. Я не знаю, как это назвать.
Ну, пройдись к соседям снизу и спроси. Вот просто чего ждать Самвела, а потом включать ультразвук? Я к этому веду. Пожалуйста, сходи на нижний этаж к соседям, объясни ситуацию, ну, тебе подскажут, где находится этот тумблер. А находится он у тебя над дверью, над головой. И там секунда дела его переключить. А может быть, это ваш сосед вам выключил свет сегодня, потому что подумал, что вчера ему выключали вы. Такое ведь тоже может быть? Может, конечно. Но элементарно 3 секунды вышла и включила. Просто нужно разуть глаза, немножечко включить голову и посмотреть, где он находится, если счетчик у вас в квартире. Это так все на самом деле просто. Но тут, естественно, вот же Самвел, выслушав всю эту историю, пока нет рядом никого из соседей, пока подъезд пустой, пока никто по лестнице не проходит, он такой смелый вышел в подъезд, такой хозяин мира, знаете. Ай, ну и какого я здесь лазить, блядь? Знаем мы эту смелость, знаем, пока никого рядом нет. И вот 2 матюка выкрикнул в подъезд и сразу бегом в квартирку и дверь закрыть, и все, чтоб никто не почув и не пришел по ушам настучать. Да, знаем мы эту смелость. Ой, вот для меня, правда, совершенно было непонятно, почему вот, ладно, бабка Танька старая, она сидит вообще как не от мира сего, правда, и это замечаю не только я, что она в каком-то астрале находится, у нее, она постоянно смотрит в бездну, в одну точку, и все, и у нее абсолютно заторможенные реакции, как это очень часто бывает, как когда Надька находится рядом с ней. Правда, и это уже даже не смешно. Я не знаю, почему вот у нее сейчас такая подторможенная реакция, что эта Надька с ней делает, в каком состоянии у нее сахар, Бог его знает. Но то, что она ведет себя абсолютно заторможенно и ненормально, это правда. И мы все видели, когда Надька уезжала на пару дней, как баба Таня немного ожила. У нее и голос прорезался, и жестикуляция руками. А тут снова, что в Киеве, что в Днепре, она сидит, как мумия Тутанхамон. Ну да, это ладно, хорошо. Бабе Тане нет до этого дела, она очень темная, далекая. Ну, Надька, ну твой язык доведет куда угодно. Ну ты могла сообразить и пойти узнать у соседей, что можно сделать, если именно у вас в квартире нет света. И ты же уже видела, что вчера выключали его вам. В общем, вы знаете, это вот настолько темные люди, что тут даже удивляться нечему. Уговаривает Надюха Самвелку поїсти, от же специально ему бедрушка приготовила, потому что там что-то пожирнее он не ест, звезда на диете. Ой, ну давай поешь, ну давай поешь. Вы знаете, вот я понимаю образ жизни вот этой недогарской сиделки. Вот всю жизнь, правда, всю жизнь она отжирала себе пузо. Вот даже вот где вот на фотографиях они с ее покойным мужем. Вот там же у всех, понимаете, морды лопаются. Лопаются от этой бесконечной жратвы. Эти вот люди, конкретно Надька, я абсолютно не говорю про ее покойного мужа, нет, я говорю конкретно про Надюху, потому что за кормежку в доме отвечает кто? Конечно же, женщина. И вот мы видим, что у Надюхи просто цель всей ее жизни откормить себя на убой и откормить всех вокруг. С чем связано такое психическое помешательство, я не знаю, но факты налицо. На бабе Тане уже не застегиваются куртки. И я думаю, если кто-то из вас смотрел выпуски про то, как они ездили к врачу в Киеве,
в предпоследний день своего нахождения там, то вы видели, что у бабы Тани, кроме свитера, одетого задом наперед, и он какой-то растянутый, какой-то пошарпанный. Где она взяла его, бог ее знает. У нее есть свитерки намного приличнее. И кофточки есть, да у нее куча всего в гардеробе. И, как сказала и сама баба Таня, что куртку не взяла, потому что куртки на пузе уже не сходятся, и не сходятся довольно прилично. Хорошо, если у тебя куртка не сходится на пузе, накинь эту куртку и возьми с собой шарфик, повяжи спереди шарф. Таким образом ты не замерзнешь, тебе не будет холодно, потому что если бы сиделка была при памяти и была в адеквате, она бы посмотрела прогноз погоды в Киеве и поняла, что нужно взять не только себе куртку, себе идиотке, а вот этой престарелой бабе Тане тоже, потому что это пожилой человек, и пожилые люди уже в старости, они по-другому ощущают холод, чем люди помоложе, более здоровые, более крепкие. Но о чем мы с вами вообще говорим? Это было бы в том случае, если бы сиделка была при памяти, если бы она была изначально нормальная, а не вот эту вот пьяницю позвала с села. Ну, знаете, ну честно. Ну, потому что она, я не знаю, что она делала в том Киеве, кроме как жрала. Вот если, вы знаете, я даже не делала на это обзор, потому что, ну, это абсурд, правда. Вот постоянно об этом говорить уже настолько, я думаю, и мне надоело, и вам тоже. Вот что не эфир в ТикТоке поздно вечером, баба Таня откинулась, сидит, смотрит. Она просто вот сидела, опрокинула голову и смотрела в потолок. Это было страшное зрелище. Кольке с Самвелкой, двум женихам, им насрать, они в эфире. А Надька жрет, жрет, жрет. Я даже не всматривалась, что у нее было на тарелке. Соленое или сладкое, я не знаю. Но у нее рот не останавливался. Она им перемалывала все, что у нее попадалось на глаза, вы понимаете? И утром, и днем, и ночью во время этих тикток-эфиров. Это страшное зрелище. Что там вообще происходит? Я не понимаю. И сколько у бабы Тани в гардеробе висит полушубков, пальтишек, курток, безрукавок, чего угодно, кофт на молниях. Ей высылали. Это очень-очень много все. И вы понимаете, это мать миллионера. Давайте не забывать. Это мать миллионера, у которой, бляха, нет даже куртки по фигуре, понимаете? Вот в холодную погоду у пенсионерки нет ни одной куртки. А может быть, она и есть. Просто сиделка не удосужилась достать эти курточки, рассмотреть и перемерить несколько на бабе Тане для того, чтобы понять, какую им взять с собой. Человек настолько безалаберный вот по отношению к пожилому человеку, старому. Настолько вот такая халатность. Такая вот распущенность, я не представляю. И как сейчас ее называют, да, валютная сиделка, вот этой дурынде еще и платят за это деньги, и немалые. И тут же Самвел жалуется, что вот говорит, нет, я есть не буду, за мамку он ничего не сказал, но сказал за Надьку прямо, что у тебя хорошо уже отрастает пузо. Надька посмеялась. Она ж худеет, вы что? Она ж на диете. Она ж только на водичке с лимончиком. 2 ложки творога з кофейком і все. Надька більше нічого не їсть. Ви що? От то, що все, що вона жрала в Києві, то вообще вам показалось, то був фотомонтаж і відео теж. Да. Надька нічого не їсть. Нет. И скармливает при этом других людей тоже. Спрашивает у мамки про зрение. Мама, ну як, каже, зрение? Ну лучше, чем вчера. Каже, ну як, мама, зрение? Так же зрение. Вот бабка реально очень сильно заторможенная. Очень сильно. Я не знаю, с чем это связано.
в этом должны разбираться доктора, специалисты. Я не врач для того, чтобы ставить диагнозы или придумывать, почему у нее может быть вот такая реакция подторможенная на все. Но это очень-очень видно невооруженным глазом, что она в другие дни бывает будет поживее, поактивнее и более расторопная. Вот это видно очень четко. Тут же Надька прибежала, уже, чтоб, не дай бог, два слова мать с Самвелом не перебросились. Нет, ей нужно участвовать, ей нужно постоянно встревать со своим ультразвуком, подгавкивать, поддакивать. Вона вже тут, як тут. Баба Таня говорит, нужно часы повесить. Васильівна, Васильівна, ну ви знаєте, що вони вчора знайшли? Васильівна, ну як їх вішать? Ну, Васильівна! О, Господи, Боже, да заткнись ты со своим ультразвуком, это же сил нет никаких. Не могут никак настроить эти часы. Вот ни Самвел, ни Надька уже спрашивали у той зрительницы, фанатки или блогерши, там кто она, которая высылала. Никто не может понять, как эти часы, то ли их заводить, то ли их просто нужно включить, вставить хорошие батарейки, непонятно, окей. Но если вы уже нашли место, где им висеть, на стенке, окей, да повесьте их и просто в качестве украшения пусть висят. Да хрен с ним, что они не идут, но если вы не можете с ними разобраться, просто повесьте, пусть просто украшают вам комнату. Красивые часы, и все, не более того. Хватит заморачиваться, как их завести. Вот всей планетной они заморачиваются с теми часами. Спрашивает Самвел у Надьки про Масика. Ну, как там Масик? Вот ты ж приехала, он там без тебя был. И Надька доказывает, вы знаете, я в это ни за что не поверю. Надька доказывает, що Масик її не впізнав. Коты – это такие существа, которые чувствуют приход хозяина еще до того, как хозяин подошел к подъезду. У котов очень развита внутренняя чувствительность. Он не узнает хозяина по цвету волос, бороды, по прическе, по чем-то еще. Он узнает по запаху, по шагам, даже по шагам элементарно, по голосу. Но это не зависит. Вот подстригли Надьку, и Масик испугался, не узнал, текал от Надьки. Что за бред собачий? Кот мог единственное, чего испугаться, это куртки. Есть коты, которые вот, если одевает человек какую-то верхнюю одежду, темную куртку, например, или какое-то вот громоздкое пальто, они могут этого испугаться, действительно. Даже если они человека знают и привыкли, верхнюю одежду они могут испугаться. Но не Надькиных ушей, этих двух локаторов, и ее странной прически. Ну никак. И мы видели, когда Андрей Сытник снимал этого Масика, вот буквально минутку пришел к ней в квартиру и пытался Масика заснять. Это, в принципе, очень зашуганное животное, оно перепуганное очень сильно. Вот видно, что оно постоянно на стрессе. Правда, дорогие, это видно. И мне кажется, вот я убеждена, вот лично для себя, что этот кот, он просто эту Надьку боится. Вот он просто сам по себе настолько стрессованный, что он шугается эту Надьку. Когда хозяйка кота вот, проявляет ласку, заботу, нежность к коту, он не будет пугаться. Ни за что, никогда не будет пугаться свою хозяйку. И я из этого делаю вывод, что реально Надьке до того кота вообще параллельно. Сидит он там себе, она ему жрать поставила, и все, и пошла дальше. Тот кот ей 300 лет не сдался. Вот это лично мое мнение. И знаете, большая часть видео была про разговоры по душам. В принципе, это
ну, скажем так, обозревать это неинтересно совершенно, но с другой стороны это и неплохо, потому что это гораздо лучше, чем эти маты трехэтажные, чем оскорбления в сторону зрителей, чем вот эти Надькины тупые матюки. Вот это, правда, уже очень сильно осточертело. Вот когда просто они находят время для того, чтобы сесть, повспоминать, что было раньше в жизни, вот, что они видели, что они помнят, просто поговорить об этом спокойно, без скандалов, без руганий, без матюков. Вот это приятно. Пусть это и скучно для обзора, но смотреть на это, вот честно, мне лично приятно. И вот все время, что они разговаривали, пока говорит мамка, и, к слову, ей тоже дали время для того, чтобы высказаться, ей дали слово, это очень-очень хорошо. Пока говорит Надька, пока говорит мамка, Самвел не прекращает кряхтеть, сопли тягает. Знаете, такое ощущение, что мотоцикл старый заводит постоянно. Если у тебя болит горло, ну, сходи к врачу, купи себе леденцы для горла, для того, чтобы они воспаление снимали. Ну, хотя бы что-то предпринимай. Что ты просто ходишь, тягаешь сопли и кряхтишь. И все видео одно, блин, и то же. И тут у Надьки зазвонил телефон. Позвонили и спрашивают по поводу того, чтобы снять квартиру. Вот интересуется человек, вот мне сказали, что вы квартиру сдаете, вот я хотела узнать. Это дура. Она просто не-не-не-не-не, до свидания, все. И сидит, ржет. Ой, ну яка квартира, каже, ну яка квартира. То есть она реально думает, что настолько востребованная вот прислуга звезды, что ей звонят с нее поприкалываться. Простите, ну, Надюх, честно, я не представляю, кому нечего делать, чтобы звонить тебе и какие-то травить приколы. Кому ты нахрен нужна? Ну вот давай честно, кому ты надо? И далее вот они продолжают разговаривать, Самвел рассказывает свою историю, баба Таня свою, Надька свою, и до нее вот как до жирафа постепенно начинает доходить, что, возможно, звонили по поводу ее квартиры в Недогарках. И тут же, вы знаете, баба Таня, вот абсолютно, вот вообще, вот в этом плане вообще не хитрая. Где нужно ей схитрить, она всегда своего не упустит. Но как вот сдать Надьку с потрохами просто для нее это святое. И она же ей говорит, что ну ты ж сама, говорит, там звонила в селе людям, спрашивала, сколько брать оплату с квартиранта. И тут вы понимаете, вот немножечко у меня в голове не складывается немножко картинка. Надюха, ты живешь бесплатно в Днепре. Тебе дали квартиру, а за нее вот как-то Ира из Запорожья обмолвилась, что она стоит то ли 12 тысяч. В общем, вообще ни хрена не дешево. За эту квартиру платит Самвел. Точно не Коля. Он снимал ее для Коли, для кота. За квартиру платит Самвел. И плюс тебе еще на руки идет $1000 зарплата. Ты с нее не платишь ни налоги, ничего. Это вот чистый твой доход. Плюс бесплатная квартира. И ты, ну вместо того, чтобы пустить квартиранта в свою халупу, боже, ну мы же все видели, там черт ногу сломают в той квартире в Недогарках. Там какие-то эти старые диваны, эти ковры. Вот это тоже все, там все загроможденное. Ну, у тебя квартира там, ну явно не с новым ремонтом и не с качественной мебелью. Но пусти ты туда квартиранта, если уж человек попросился.
за символическую оплату. Тем более это село. За символическую оплату. Ну, будет там тебе какой-то дополнительный бонус, окей. Плюс ты поможешь человеку с жильем временно. Ты же не снимаешь квартиру в Днепре. Тебе же все это бесплатно досталось. Ой, какие вот эти люди, знаете, прохаванные. И, конечно же, баба Таня ее сдала с потрохами вот прямо на камеру. Ой, Надька засмеялась, засмущалась. И вот дальше они продолжают разговаривать, и тут до Надьки доходит, что, а может, нужно перезвонить человеку и спросить вообще, кто это был. Может, это был не прикол. И она перезванивает. Да, это была сельская женщина. Вот слышно, что у нее вот и говор, знаете, вот такой простецкий. Может быть, она не совсем правильно объяснила вот сходу сразу, что ей нужно. Может быть, Надька слушала жопой. Кто его знает? И выясняется, что да, ей дали номер этой женщине, которая звонила, ей дали номер Надьки, потому что люди сказали, что Надька квартиру сдает, а может быть даже она планировала ее сдавать, потому что мы знаем, насколько это хитрющая, вот это вот сидит бабка из недогарок. Может быть даже она и сама хотела, планировала эту квартиру ее сдавать в селе. И женщина позвонила поинтересоваться. Вы понимаете? И вот как ни кстати, в это время, в эту секунду, во время разговора, той бедной Васильевне захотелось прокашляться. Но на секундочку давайте вспомним, что она не так давно была больная. И с соплями, и с кашлем. Надька там ее какими-то препаратами лечила. Под кондиционером ее холодным спать вот там держала. Короче, это очень интересные у них методы лечения. Но тут бабке прилетело по голове. Мама! Мама, тише кашляй! Что ты кашляешь? Вот надо как раз вот во время разговора кашлять. Кашляя и не думая, говорит Самвел. Я вашу мать, так бабка говорит, как бы здрасте, говорит. В смысле, мне надо что, по расписанию кашлять? Но если я закашлялась, то есть пока Самвел сидел, вот 2 этих выпуска, кряхтел, хрипел, это ничего страшного. Реально, человек закашлялся. Но она ж не сидела и громко пела или разговаривала специально на зло в трубку. Просто покашляла. Да что ж в этом страшного? Спрашивает у Надьки, вона кашляє? Не, вона не кашляє, не. И ехидно улыбается, подмигивает. Боже, какая ж ты гадкая, Надя, блин. Гадкая и все просто. Что вы такие лицемерные там собрались? В смысле не кашляет? Баба Таня была больная. Мы все об этом знаем прекрасно. В смысле не кашляет? Знаете, у меня нет слов, правда. Вот это такие лицемерные люди. Особенно Надька. И вот Самвел с ней вместе подмигивает, она ему подмигивает. Потом баба Таня будет подмигивать Самвелу тоже и прикалываться с Надьки. Ой, собрались самые душевные, самые добродушные в мире люди, самые дружелюбные все. И вот что меня больше всего удивило в этом видео, вот Надька пытается про какие-то таблетки от кашля рассказать, которые она пила, ей очень помогли. Вот Самвел, давай тебе тоже, что ж ты все время кашляешь. Каже, таблетки, вот такие, вот все, вот такие вот, такие вот то, вот такие вот все. Это все, что она смогла сказать. Достали вещи из гардеробной, там какие-то пооставались в квартире вещи Самвела, они их понаходили, куртки, шорты, что-то еще. Ой, нічого, це вообще, дивись, ось ось, ні, вообще, да, вообще, ось тут, ось, тут. Все.
Это все, что она может выдать из своей головы. Вот какие-то фрагменты, вот оформленные в звуки. Это вот так человек может излагать свои мысли. Вы знаете, я, конечно же, читала под их видео комментариями, потому что пока смотришь этот бредняк, читать комментарии гораздо веселее. И очень много людей заходят туда написать смешные комментарии, почитать. Вот, понимаете, у зрителей там в комментариях своя атмосфера. Потому что комментарии бывают намного остроумнее, веселее, забавнее, чем само видео, которое нам показывают вот эти бездари инопланетные. И было очень много комментариев про то, что, блин, Надя вообще не может мысль свою связать. Ну, можно же хотя бы сначала подумать немножечко, как-то сформулировать то, что ты хочешь, подобрать слова, в конце концов, а затем сказать. А не включать ультразвук, лепетать без остановки. Одно и то же, ведь у нее очень часто, когда она что-либо рассказывает, она вот предложение из 4 слов повторяет 10 раз, меняя местами эти слова между собой. Потому что ей больше нечего сказать. Очень-очень скудный словарный запас, к сожалению. И это очень сильно бросается зрителям в глаза. Ну а на этом пока что все. Больше пока что вам рассказать нечего. Как только будут новые выпуски, мы, конечно же, с вами обговорим все, обсудим. И спасибо вам большое всем, кто подписывается, кто активничает в комментариях. Всех вижу, всех читаю, всем очень-очень рада. Рада пообщаться с вами и хорошего вам дня. Всем пока!